Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Инвиз. В силу последних событий, а именно блокировки Инстаграма, отключения монетизации на русскоязычных YouTube-каналах, есть вероятность, что и заблокируют вообще в целом YouTube в России. Поэтому давайте, чтобы не терять связь, заходите в мой телеграм-канал для того, чтобы потом в дальнейшем, если вдруг мы потеряем связь на YouTube, мы могли контактировать в Телеграме. Потому что мне аудитория важна, и вот так вот просто ее терять я не хочу. Поэтому призываю вас, всех, кто смотрит это видео, перейти в мой телеграм-канал для того, чтобы не терять связь. В этом видосе мы будем пробегаться по настройкам. Я расскажу, какие настройки стоит включать, какие настройки не стоит включать, и расскажу, какая настройка за что отвечает. Погнали! К основным настройкам я отнесу основное управление и продвинутое управление. Первая категория – это настройка стрельбы. Первый пункт – это отображение левой кнопки огня. Я рекомендую его включить, этот пункт, потому что, смотрите, если я перейду в раскладку и возьму правую кнопку огня, которая у нас есть по стандарту в раскладке, она у меня за край экрана не выносится. А левая кнопка огня, она за экран выносится. Иногда в раскладке это плюс, потому что, смотрите, я увеличил кнопку, я ее максимально сильно прижал в угол, и у меня такой хват и такая раскладка, что я, получается, безымянным пальцем жму в угол. И иногда у меня стрельба может не прожиматься. Поэтому я рекомендую использовать левую кнопку огня и поставить эту кнопку вот так. Это очень удобно. Следующие у нас пункты – это выстрел со снайперских винтовок, либо выстрел с дробовиков. Не очень полезные функции. Показываю, как они работают. Включаю, беру дробовик в руки, зажимаю кнопку стрельбы, бросаю палец, и у меня прожимается стрельба. Бесполезная функция и ненужная функция в современное время, потому что многие играют на таких раскладках, где эта функция попросту не используется. Вот. Ну, мы дальше к этой функции еще вернемся, потому что есть кое-какие моменты, которые все-таки нужно рассмотреть. Идем дальше. Настройки прицела. Режим прицела. Нажать, удерживать, смешано. Если мы выберем стандартную функцию нажать, то когда мы войдем в прицел, у нас следующая категория у нас настройки прицела. Следующая категория у нас это настройки прицела. И первый пункт – режим прицела. Если мы поставим по дефолту, то когда мы будем входить в прицел, нам нужно это делать лишь нажатием на кнопку прицела. Если мы будем кнопку держать и бросим палец, ничего не произойдет. То есть только по нажатию на кнопку прицела мы сможем войти в прицел. В принципе, для кого-то это может быть полезно, для кого-то нет, но в большинстве случаев все ставят кнопку «Удерживать», и когда они прикасаются к кнопке прицела, мы входим в прицел, и когда бросаем палец от этой кнопки, то мы выходим с прицела. Сейчас это популярно, потому что все стремятся играть с большим количеством пальцев PUBG, и для раскладок, которые используют больше 3 пальцев, эта функция полезна. Если вы играете в 2 пальца или в 3 пальца, то вам, конечно, будет комфортнее играть на нажатие. Но я рекомендую поставить на удержание и играть так. Именно на удержание. Дальше у нас идет вращение камеры при прицеливании. Это очень важный пункт, потому что многие ноют и говорят то, что у них лагает сенса, либо просто повисает намертво экран на секунду. Этот пункт вам поможет решить этот момент. Его включать я не рекомендую. Почему? Тут, конечно, все еще зависит от раскладки. Если у вас прицел, если у вас, опять же, 2 пальца, и вы поставили на удержание, и еще включите эту функцию, то когда вы поставите палец на прицел, вы сможете еще этим пальцем двигать. Из-за этого тот, кто играет в большое количество пальцев, может испытывать
этот человек, тот, кто играет в большое количество пальцев, он может испытывать проблемы с тем, что у него большой палец правой руки отвечает за наводку, и указательным пальцем он нажимает на прицел, и если он одновременно поставит палец большой на экран и указательный в прицел, то у него может зависнуть сенса. Поэтому нужно этот пункт отключать. И таким образом указательным пальцем вы войдете в прицел, и если вы будете им двигать, ничего не будет. А большим пальцем правой руки вы сможете контролировать уже наводку. Вот. Дальше у нас кнопка бокового прицела. Это бесполезная вещь, боковым прицелом не рекомендую пользоваться, и мало кто им пользуется. В мобильном PUBG именно. Переключение быстрого прицела — это кнопка у нас для того, чтобы переключаться быстро очень. Ну, давайте сейчас не дробовик возьму, например, какое-нибудь оружие с прицелом. Ну, он грозу. И вы видите, у меня есть кнопка. Точнее, ее нету еще. Вот, ее не будет, потому что я же отключил. Мы включаем кнопку, и у нас появляется быстрая смена прицела. Очень классная вещь, чтобы не заходить в инвентарь и вот так вот не делать. Вам пригодится вот эта вот кнопочка. Регулировка фокусного расстояния. Тоже рекомендую поставить на удерживать, потому что если мы поставим на нажатие, возьмем, например, шестерку, наденем ее на грозу, мы держим палец на кнопке прицела, и еще мы нажмем сюда, и только потом будем вести вниз. Ну, в моем случае это неудобно, потому что у меня, видите, кнопка перегораживает. А так, я, видите, нажал, и мне нужно еще вот опустить. А если я сделаю на удержание, то я нажал и веду вверх. Я нажал, веду вверх, нажал, веду вниз сразу. То есть не нужно никаких лишних движений совершать. Так, дальше. Выглядывание. Это у нас, понятное дело, наклоны. Эту функцию нужно включать, чтобы у вас были наклоны, и вы смогли их настроить. Наклоны у нас тоже имеют возможность открываться на нажатие и на удержание. На нажатие мы нажали, и все, он активировался. На удержание мы зажали, бросили палец, зажали, бросили палец. Думаю, вы поняли. И у наклона тоже есть важная штука. Вращение камеры при наклоне. Я ее советую поставить, потому что раскладка у меня построена так, что мне в наклоне нужно наводиться. Если я поставлю палец и буду двигать пальцем, то я двигать камерой не смогу. Если я включу эту функцию вращения камеры при наклоне, то я двигать пальцем смогу, когда буду нажимать на наклон. Забыл сказать про функцию наклониться и прицелиться. Если вы нажмете на наклон, вы войдете в прицел. Не очень крутая вещь, но кто-то ее использует. Имейте в виду, что эта функция есть. Я ее отключаю, потому что она мне не нужна. Перейдем в продвинутое управление. Тут у нас универсальная метка. Это быстрая метка, которую вы можете кинуть. Она универсальной называется, потому что можно ее зажать, выбрать вот эти фишечки. Можно на нее просто нажать, кинуть метку. Можно нажать 2 раза, сказать, что там враг. Классная вещь, использовать можете. Звуковые эффекты выстрела в голову. Я эту функцию не использую, потому что она меня раздражает. Вы можете ее включить, и тогда, когда вы будете попадать в голову, то у вас будет звук о том, что вы попали в голову. Прыжок, карабканье — это разделение у нас функций, кнопок паркура. То есть, смотрите, я сейчас включу эту функцию. И видите, у меня вверху есть 2 кнопки. Прыжок и еще прыжок. Если я подойду к препятствию и просто прыгну, то ничего не будет. Если я подойду к препятствию и прыгну кнопкой паркура, то персонаж мой залезет. В каких случаях это используется? Ну, к примеру, представим то, что у нас... Давайте сейчас я к заборчику подойду. Представим то, что у нас тут враг. И мы включим сейчас по дефолту вот так вот. Что мы будем иметь? У нас тут чел сидит, к примеру. Я хочу прыгнуть и его убить. Я прыгаю, перелазю через забор, и меня убивают. Если я возьму и включу разделение,
паркура и прыжка, то я могу прыгнуть и его убить спокойно. Либо вообще залезть на забор. Если я захотел запаркурить в окно, я также сделаю. Но в большинстве случаев я паркуром почти что не пользуюсь, так как с помощью обычного прыжка можно быстро залезть в окно. Сейчас я вам это покажу. Смотрите. Я бегу, прыгаю, либо вот так вот. Намного быстрее я это делаю, чем я буду делать это с паркуром. Паркур полезен, если я хочу перепрыгнуть на контейнерах с одного контейнера на другой. И если я не допрыгиваю, я прожимаю кнопку паркура и могу вот так вот запаркурить. Вот. Так что имейте в виду, что разделение очень классная фишка и стоит им пользоваться. Дальше у нас функция быстрого броска. Что это такое? Она у нас по дефолту выключена. Я ее включаю и показываю, что это такое. Смотрите, я бегу с дробовиком, я хочу кинуть хаешку, я не буду ее выбирать и потом ее кидать, нажимать на кнопку стрельбы. Я сделаю это по-другому. Я просто зажму на хаешку, она у меня сразу взялась в руки, и я ее могу кинуть. Очень классная вещь, она экономит небольшое количество времени. Дальше у нас идет автопрыжок. Никогда ею не пользовался, и, скорее всего, это тупейшая функция. У вас персонаж будет сам залазить на какие-то препятствия, я так понял. Следующая у нас функция — это бросок расходников. Что это такое? Ну, это у нас функция, которая позволяет бросить расходники, бинты, бусты, аптеки. В общем, функция говорит сама за себя. Дальше у нас функция скользить, она работает только на арене. Вы можете делать подкаты, когда играете ТДМ. Я эту функцию не использую, и она мне не нужна, потому что меня эта функция бесит. Но если кто-то хочет, он может ее включить. На арене вы просто во время бега должны какую-то кнопку нажать, я уже не помню какую, потому что этой функцией не пользовался. Вроде кнопку приседа зажимаете, и тогда вы можете скользить. Дальше у нас динамическое положение оружия от первого лица. Я рекомендую вам ее включить. У вас будет чуть-чуть больше обзора от первого лица. То есть у вас оружие будет не так сильно мешать, как это с выключенной функцией. Показываю. Я беру грозу, захожу от первого лица. У нас гроза показывается так. Я беру, захожу туда же, отключаю эту функцию, и у меня гроза стала больше, она мне больше площади закрывает на экране, поэтому рекомендую эту функцию включить и не париться. По правому столбику идем. Так, это я сказал, звуковые эффекты, объединение приседания и положение лежа. Это тоже бесполезная функция, никогда ее не используйте. Неудобно. Показываю, включаю ее, и у меня, если я зажму кнопку приседа, я лягу, если я нажму кнопку туда же приседа, я встану. Неудобная вещь, вы не сможете во многих моментах отыгрывать так, как вы хотите. У вас будет случайно нажиматься кнопка «Лечь». Ну, либо когда вам надо прям срочно лечь, а вы будете зажимать на эту кнопку, такое себе. Отключаем эту функцию. Веерообразная зона броска. Переключить, бросить. Что это такое? Если я ставлю переключить, то когда я выбираю что-то бросить, я переключаю только. А если я нажму на бросить, то я сразу смогу бросить. То есть я держу, вот сейчас пример, и я сразу могу бросать. Тут как бы 50 на 50, кому как удобно. Кто-то может выбрать и потом кнопкой, получается, атаки бросить, а кто-то может сразу выбрать и бросать. Следующая функция у нас — это режим прозрачного интерфейса. Она работает только в обычных матчах, и если вы будете зажимать на логотип PUBG Mobile, который находится вверху слева, то у вас включится прозрачный интерфейс. Для записи каких-то видосов, для скриншотиков функция топовая, поэтому можно ее оставить включенной. Дальше у нас включить первое лицо. Это у нас функция, которая включает кнопку просто переключения с третьего лица на первое. Если вы играете на первом лице, то переключиться, понятное дело, на третье не получится. А если вы играете в матче от третьего лица, то можно переключиться во время матча на первое лицо. Если у вас эта кнопка выключена, то у вас ее не будет. Если вы ее включите, то она у меня появится, смотрите. Она тоже настраивается, в принципе, в раскладке.
Следующая у нас функция — это режим от третьего лица и режим от первого лица. Почему эти функции классные? Да потому что эти функции у нас отвечают за обзор от третьего лица и за обзор от первого лица. Показываю. Сейчас я стою от третьего лица на этом месте, никуда не двигаюсь и навожусь, например, сюда. Вы запомнили мой обзор, то есть то количество объектов, которые помещаются у меня на экране. Я вижу до сюда примерно и вижу до сюда. Если я ставлю по дефолту, раньше вообще этой функции не было, кстати, ставлю 80, то вы видите, я теряю очень большое поле видимости. Если я возвращаю обратно, то мое поле видимости становится больше. Очень имбовая функция. И таким образом чуть-чуть приравняли телефонщиков, тот, кто играет на телефоне, к айпадерам. То есть у них условия стали чуть-чуть больше в плане того, что видимость стала больше. Режим от первого лица, аналогичная функция. Мы ставим дефолт. Дефолт, если не ошибаюсь, это вроде 90. Вот мы заходим от первого лица, наводимся на нашу мишеньку и видим сейчас по бокам наш обзор. Теперь я выставляю его на максимум, и у нас обзор стал больше. Я думаю, вы видите. Советую выкручивать все это на максимум, потому что это имбовые функции. Дальше у нас одна из немаловажных имбовых функций — это чувствительность рывка. Раньше, когда я мог бежать и чуть-чуть джойстик отвести назад, у меня персонаж стопился. Это было не очень круто, не очень классно. И управление персонажем было какое-то дубовое, если можно это так назвать. Благодаря этой функции можно выкрутить чувствительность вашего джойстика на максимум, и таким образом наш персонаж становится очень резким и быстрым. Ну, быстрым в каком плане? Мы можем быстро совершать какие-либо движения без потери скорости. Вот, поэтому рекомендую чувствительность джойстика поставить на максимум. Следующая у нас категория — это настройки помощи. И первый в ней пункт — помощь в прицеливании. Я играю с выключенной помощью в прицеливании и советую вам, потому что это автонаводка, она мешает в клоусфайте. Когда вы хотите навестись сами, эта автонаводка вам мешает. Вы навелись, она переводит, не доводит, доводит, и, короче, получается плохой залет. 70% в PUBG об этой функции знают, и они играют с выключенной функцией. Рекомендую вам ее также выключить. Аудиометки основного экрана я не знаю, что это такое. Напоминание лечения я рекомендую выключить, потому что это тупейшая функция. Почему тупейшая? Потому что эта функция за вас выбирает то, чем вы будете хилиться. Рассказываю ситуацию со своих турниров, праков. Это когда вы остаетесь за зоной, перехиливаете зону, у вас автоматически берутся бинты. И вы тратите время на то, чтобы выбрать снова аптеку. Соответственно, вы теряете тайминг и просто умираете. Либо после какого-то файта у вас остается маленькое количество хп, и у вас автоматически выбираются бинты, например. И вы опять тратите время на то, чтобы выбрать аптеку. Поэтому эту функцию рекомендую выключить. Автооткрытие дверей, тут все понятно. Двери будут автоматически открываться. Эта функция у меня включена. Роль десанта по умолчанию я выключаю, чтобы ни за кем автоматически не цепляться. Индикатор преграды прицеливания я рекомендую выключить, потому что со включенной функцией, когда мы подойдем к препятствию, у нас будет светиться такой значок. И, соответственно, видите, я даже отхожу от препятствия. Я не смогу сразу стрельнуть, короче, когда встану. У меня будет выстрел производиться туда, куда направлена пушка. То есть либо вниз, либо вверх. Соответственно, я рекомендую ее выключить. И таким образом мы можем... Так, я не то выключил. Сейчас, не то. Так, вот. Я рекомендую ее выключить. Таким образом мы можем стоять в упоре к препятствию, быстро встать сейчас и стрельнуть. Вы видите, это происходит очень быстро. Короче, функцию эту рекомендую выключить. Дальше у нас гироскоп, понятное дело, всегда включенный, это у нас он будет всегда включенный в прицеле, только в прицеле, либо выключен полностью. Дальше у нас реверс гироскопа, это означает то, что если мы будем тянуть телефон вниз, то гироскоп будет идти вверх. Если вы будете поднимать телефон вверх, гироскоп будет идти вниз. Не знаю, зачем эта функция есть, но она есть, она у меня выключена. И дальше у нас настройки прицела. Это у нас стрельба от бедра.
У нас есть кнопка такая, я этой функцией не пользуюсь и не видел, чтобы ей кто-то пользовался. Я ее отключаю. На этом, в принципе, все. Я постарался разжевать все максимально подробно. Про все основные настройки в мобильном PUBG. Затрагивать графику и управление я не буду, потому что это совершенно другое. Самое главное то, что те люди, которые не понимали что-либо в настройках в основных, теперь они будут это понимать. Надеюсь на это. Вот, потому что часто в мой адрес задают вопросы, почему у тебя так, а у меня не так, почему у меня это работает, а то не работает. Я думаю, то, что сейчас я большинство вопросов закрыл, и как бы на этом видосик вот подошел к концу. Не забывайте подписываться на мой канал и прожимать лайк. Для меня это очень большая поддержка в нелегкое время сейчас, без монетизации. Ну, все. До следующего видоса. С вами был Инвиз. Всем пока-пока.